рассказывает, каким образом устроен этот антимир, какие там эти сущности и принципы переброса кармы, как это все там устроено. Женечка, а что ты поняла? Я поняла, где проблема в моей ситуации. Не надо смотреть на друг, как ты сказала, надо внутри понять, какие именно блоки, откуда они идут, что мне не дает жить дальше. И я поняла. Вот страхи, а почему, что именно, какие страхи? Я поняла, что у меня идут эти страхи, это контракт от кого-то, который у меня под ключки, потом какие люди на меня действуют тоже, где у меня слабость, где я теряю свою энергию. Как бы Мгм. это поняла. И дальше причина, где везде меня блокируют страхи, неуверенность, не любить себя. Откуда я не люблю себя? С детства вспомнила, какие слова были сказаны, что у меня в жизни произошло и почему. Тоже ответ как бы получила. То есть, когда ищешь вопросы, ответы на вопросы там, где они есть, Ты их вот получаешь. ты их получаешь. Да. И надо принять, когда ты сам неправильный, и не настаивать другим твое мнение, где ты думаешь, ты правильный, а ты на самом не надо, как бы. Или кто-то тебе, и ты чувствуешь вот эта энергетика, блокировка, и начинается как пинг-понг эта игра. Мгм. И у меня это очень много в жизни есть с своей семьей. С сестрой средней и с моей мамой. Как бы все хорошо, но вот есть там. И больше они питаются от меня. Потому что я сразу грустная, я в себе не уверенная, не делаю много, чтобы их сделать более хаппи, радостным. Но я должна отключиться, это не моя проблема, это ихняя. А им хорошо, а мне плохо. И потом у меня все идет вверх ногами. Что-то Да, хочу сделать, совершенно правильно. и вот так. Как бы я знаю уже, прошлую неделю я так знала, но эмоции меня сбивало и то, но сейчас я точно знаю, на что. Вот так. Отлично. Хорошо, Евгения. Тогда давай с аспектов, а там уже задам вопросы, которые по аспектов у меня будут. Окей. Значит, первый, хочу расторгнуть все контракты с темными и паразитизмом, который внушает страх во мне и страдания в душе и в жизни. Мгм. Второй, когда я родилась, через несколько недель я попала в госпиталь, мне сделали передозировку антибиотиков, и я могла умереть. Хочу конкретно разобраться, почему был передоз лекарства. Хочу разобраться в эту ситуацию и избавиться от любых подключек негативных и чужеродных. Мгм. Потом третий. Я хочу конкретно избавиться от негативной программы от мамы Татьяны и папы Евгений, от всех родительских блоков и блокировок. Какие-нибудь были такое запоминающееся с ними конфликт или Была что-нибудь? одна ссора. Когда я была маленькая, они очень сильно поссорились. Очень агрессивно эта ссора была. И я помню, я побежала и собрала все ножи, и их спрятала в погреб. И вот именно Мгм. вот эта ссора, она у меня осталась. И они именно тоже помнят, когда они видели, что я собираю ножи. Я не знаю, почему мне это в голову пришло. Они не дрались, там как бы было иногда, там папа ударит маму, но не агрессивно. Но ту ссору я именно ее помню хорошо. Летом было, мне было, наверное, 5-6 лет. И вот как я бегу, собираю ножи, их прячу от них. И все. Мгм. Закончилось благополучно Да, эта да, ссора? да. После чего они меня увидели, что я прячу, они успокоились. Они поняли, что я испугалась. И потом Здорово.
внимание перешло как бы на меня, что я делаю. Но все окей было. Но всю жизнь у них бытовая была, ссоры мы видели всегда. Мгм. Понятно, Жень. Хорошо, давай дальше. 4-й аспект. Хочу конкретно отменить ритуальное крещение свое и моего сына Джейсона. Мгм. Потом 5-й аспект. В 16 лет во время ветрянки мне поднялась сильная температура. И после этого я начала чувствовать неземную энергию, очень странную энергию. Я даже ее не могу описать словами. Эта энергия ко мне с годами присутствовала. Хочу конкретно разобраться, что за энергия присутствует в моем энергетическом поле. И Мгм. отменить контракт с этой энергией. Мгм. Хочу расторгнуть контракт, это 5-й, извиняюсь. Хочу Мгм. расторгнуть контракт от подключки к космоэнергетике, которую меня привела моя знакомая Юля. Хочу отказаться от гадания, гадалок и от всех программ и контрактов, что связано с этими энергетикой, и посвящение каналов от космоэнергетики. Хочу контракт отменить. Мгм. Потом 7-й. Хочу отменить все соглашения, контракты и негативные подключки и от моего ушедшего мужа Виктора, меня и своего сына. 8-й. Хочу удалить все извиняюсь, я чуть русский, мне более труднее. Все в Хочу порядке. все соглашения и контракты, которые блокируют меня, стать свободной и счастливой в отношении с моей семьей, мама Татьяна. 9-й. Хочу отменить все дубликаты, контракты, соглашения зеркальные из экземпляры контракта агента и объявляю, что все эти соглашения на ноль и возвращать свою всю энергию к себе чистой и свободной. И Мгм. 10-й. Хочу конкретно переродить своего сына в светлом и позитивном мире. Мгм. Мне все понятно, в принципе. Так, а вот эта космоэнергетика, посвящение каналов, Мгм. тоже какие-то коллективные медитации? Да, как бы чистка. Собирались больше людей, и была главная, которая подключала нам к каналам. Ее звали и зовут Марина. И как бы она нас у чакры с энергетикой загружала, как бы чакры выравнивала. Мгм. Ты сидел час на ногах с закрытыми глазами, и нас больше было. Ясно. А после этого, допустим, если ты делал у ней классы и учился, как именно, чтобы ты сам себя чистил эти чакры, ты должен был взять от ней каналы. И она как бы посвящала тебе каналы, которые имеют код, который имя имеет, и ты открываешь, чтобы тебя защищали. Мгм. У меня были эти посвящения. Понятно. Хорошо. Виктория, у меня вопросов нет. Есть ли у тебя какие-то? Нет? Мгм. И тогда полетели. Евгений. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Евгении. Евгения. 1, 2, 3. Она накрыта как черным покрывалом. Вот так голова закрыта сверху. И в руках несет вот такой какой-то шар на уровне сердечной чакры. А спроси ее, чтобы она кивнула, не вызывала ли она духов когда-нибудь? Нет.
с этой сердечной чакры вот так выглядывает энергия черная с таким лицом. Мгм. Угрожает мне. Мгм. Так, я ему Приказываем приказываю. ей замолчать. Да, это она, я считываю ее эфирное ДНК. Мгм. Прочли у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Мгм. Так, чье это черное лицо? Я приказываю ему проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Вылазит в секторе интерферентов. Прозвучало пират, грабитель. Мгм. Мародер. Такой, да, такие энергии черные, как Мгм. будто черный спрут с этим лицом. Мгм. Считывается как демон власти. Мгм. И я вижу, он напрямую связан с сектором магии. В секторе магии вижу кровать. Так. Мама сидит на табуретке, папа стоит. Ну вот как кровать, вот так стоит. У мамы Так. черная энергия. Вот этого духа, она подключена. А у папы какой-то серый. Серый дух, серого цвета. А у нее температура. Мгм. И тут же, вот так как-то у матери, вот эта картинка, как маленькая Женя бежит с этими ножами. И в этих ножах вот эта черная энергия, этот дух, просто ее вот так как бы укалывает в сердечную чакру. И тут же как на ниточке ситуация, вижу маленький ребеночек вот так задыхается, и укол такой большой, черный шприц, считываются те же энергии. Почему-то вот укалывает сюда, в плечо. Считывается, что как бы не может достать прямо в сердечную чакру центральную, то колет в плечевую, Мгм. в правый, как будто бы вот так между костями. Как, ам, Так, а кто это колет? Я им приказываю проявиться. ну, я вижу, что виновата мать. Вижу момент родов. Она рожает. Так. И когда ребенок рождается, то уже с этим духом. Мгм. То есть этот дух. Давай посмотрим, когда она еще не родилась, когда этот дух пробрался в ее личное пространство впервые. Я вижу между воплощениями. Она такая прозрачная, большая стоит. И он смотрит. Так. И она как-то, как будто что-то, ну, пытается защититься или что-то такое.
И потом я вижу, она вот так то берет что-то, то берет. То есть вероятно, что она уже пришла с этой подключкой. Мгм. Нужно посмотреть, когда она впервые подписала контракт с этим духом и что это за дух. Мгм. Давай, Виктория, сначала посмотрим, что это за дух. Я ему приказываю отвечать этому духу, кто он такой. Он очень злой. Сегодня снова ночью включилась эта сигнализация, орала. Ну, правда, недолго. И я вижу, как он хватает эту сигнализацию на потолке, пожарную. Мгм. А, Так, я ему приказываю называться, кто он. Мгм. Приказываем отвечать, кто он такой. Показывается, вот как это был взрыв этих двух домов-близнецов, Нью-Йорк. Мгм. И там в дыму такое лицо было. Я вижу вот этот дым и это лицо. Такое длинное, демоническое. Имя звучит, но я его разобрать не могу. Мгм. Так, а Может, не какие там сильно хочу. согласные буквы? Какие там первые? Там носы. М. Так, ну ладно, хорошо. Так, я приказываю этому демону отвечать, что он делает в пространстве Евгении. Он говорит, что он ей готовит западню. И вижу, что в секторе интерферентов он как дверцу такую в полу открывает, а она смотрит, и она связана, вся связана вот сверху до ног такими черными веревками. И там что-то есть внутри, и она просто падает с этого высокого положения туда вниз. Мгм. Я вижу, что она как ангел, у нее тоже крылья так завязаны. И когда она падает, то в процессе падения появляются вот такие крылышки, как у стрекозы прозрачные. Считывается как мифический миф, сказки, Мгм. проект, то есть ложь. Она подчинилась лжи. Идет акцент на сектор принятия решений. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим в секторе принятия решений, когда Евгения подчинилась лжи. Что происходило на физическом плане? Пусть она покажет тебе. Сначала я вижу эфирный план. Вижу этот демон, он так рот открыл, такой зубастый, зубами. Мгм. И ему в рот вот так как какая-то, как туннель такой из сектора магии затягивается вот с этих ситуаций, которые я описывала. Мгм. Также я вижу с прошлого воплощения ситуация. Сидит барышня. Это тоже в секторе магии по отношению к ней находится. Да, звучит Евгения, эта девушка. Она вот так сидит, правая нога, она как
как балерина, как будто какое-то у нее такое на ногах обувь странная. Так. И да, вот эта обувь, Чешки. ну, они по-другому называются. Мгм. Оно полслова как-то звучит, а я так не могу сейчас вспомнить, Ну, как оно ладно, называется. Я неважно. вижу у нее вот эти и ленточки в ленточках завязанные эти. Так. Какой вот ключевой момент в этой ситуации? Я вижу, она тренируется, и у нее ноги вот так, и как-то где там суглобы, она вот так как-то раз, вот так вот. У нее как тренер там есть. Так. Вижу, слышу Одесский оперный театр. Мгм. Там какая-то женщина. Валентина ее зовут. Мгм. Она как будто учитель с какой-то указкой такой большой. В левой руке такая черная штука. И она так строго подходит, как-то с оркестровой ямы. Мгм. Так поднимается этот дух. И вот так и указывает на эти ноги. Ага. Так. Что она говорит Евгении? Так, сейчас надо посмотреть, что это за женщина, и там что-то связано с цветами. Мгм. То есть я вижу, Евгения берет цветы в секторе принятия решений. Она принимает цветы, Мгм. и в этом букете вот эта указка черная. Какая-то записочка. Так. Это Валентина, это я вижу в этой записке такие глаза, как два глаза, один возле другого, как два шарика. Как человеческие шарики такие с Мгм. зрачками черными. Оно считывается прозрение. Я вижу, это Валентина, а у нее какое-то сексуальное домогательство к ней. Этот дух с этой женщины, он хватает, когда Евгения читает эту записку, то он ее вот так хватает за талию, прижимает и вот такой делает поцелуй Мгм. от этой женщины. Так идет этот дух. То есть она подарила цветы. Она считывается как поклонница. Мгм. Маэстро. Она считывается как маэстро, поклонница и великая маэстро. Мгм. Так. А что в этой записке написано, Виктория? Давай посмотрим. Или пусть Евгения покажет. Там смысл такой, что ты лучше, чем я. Мгм. Ну, как-то безобидная
какая-то записка. Так, спроси у Евгении, что она в этот момент почувствовала. Она почувствовала, я слышу слово поддых, удар в желудок, вот сюда. Так. И я вижу, как произошел энергетический удар от этой Валентины. И вот так прямо через солнечное сплетение эта энергия поднимается вверх. И эти два глаза перемещаются как в третий глаз. Считывается как зрительный центр. Мгм. Так. И в этот момент я вижу, что у нее подкашиваются вот так ноги, как будто бы отломались. Мгм. Там вся энергия эта черная как бы сконцентрировалась в ногах. И она идет со сцены, ну, как прощается со зрителями, но и очень сильно вот ножки болят. Мгм. Да, там был контракт. Я вижу, Да. она сидит. Так. Такая комнатка, там, где они переодеваются. Мгм. Гримерка. Да, и читает эту записку. Мгм. А когда она это читает, то вот эти энергии, она очень устала. А эти энергии буквально вот так, как змеи, проникают в ее пространство. Мгм. Так. Ага. Кто вторая сторона этого контракта? Я приказываю проявиться. Появляется он, падший ангел, Мгм. звучат слова Вельзевул, и такое, как написано, как в воздухе, секс. Мгм. Так. Это Приказываю этому, падший ангел. Мгм. Приказываю ему, этому падшему ангелу, отвечать, что он делает в пространстве Евгении. Он говорит, что он выполняет волю. Так. Какую волю? Он показывает на эту женщину, на Валентину. Мгм. Я вижу, что эта женщина, она приказывает этому духу, то есть, возможно, даже подсознательно. Нужно ее спросить, что она делает в пространстве. Я этого Мгм. отодвигаю и спрашиваю эту Валентину, эту женщину. Мгм. Я вижу, что эта женщина, она как балерина. У нее такой корсет спереди черный, так завязывается на завязке. И она чувствует сильное так, сжатие. То есть этот дух ей как бы пытается как вырваться наружу. И Мгм. она говорит, я ее спрашиваю, что она делает в пространстве Евгении. А она говорит, передает опыт. Так, какой опыт? Она говорит вождение, быть вожденной, ну, ведомой. Мгм. А вот эти вот завязочки спереди вот так как-то, как вожжи считываются.
Так, а зачем ей это нужно приказы отвечать? Я вижу, что она испытала зависть и с лицемерием. Ой, какой гром. Хм, прикольно. Да, Хорошо, зависть. только я испугалась. М, Сейчас я Так, отменю ага. испуг. Да, зайди в этот момент, приготовься и отмени этот испуг. Да, отменила. Мгм, хорошо. Так, вернись. Давай посмотрим этот контракт этой, получается, Валентины. Она как бы, она получается контракт с этой Валентиной Ну, у она Евгении. ведьма. Пусть Мгм. Евгения ей отдает ее М, эту всю магию, приказывает забирать. мгм. Пусть Евгения своим сознанием зайдет в тот момент, когда она принимала эти цветы, и изменит эту ситуацию так, как сейчас считает нужным, и покажет тебе. Я вижу, что она этими цветами, то есть она отдает ей эти цветы, и эта Валентина сама своими же цветами как бы бьет себя по морде. И эти глаза черные в нее же и входят. Ам, м, Мгм. Женя снимает вот эти они как-то как паунты звучат или что-то вот такое, вот эту обувь, Мгм. и отдает в сектор. Они вот так как связаны, два, Мгм. и тянутся в сектор будущего, то есть закрывает. Я вижу, говорю ей, чтобы она посмотрела, какой контракт она подписала в тот момент с этим, как, Вельзевулом. да, он считывается вот как кракен. Мгм. Пусть Женя посмотрит этот контракт, на что она согласилась. Я вижу, что подсознательно она почувствовала эту энергию, но ради приличия вот на сцене, то есть она как бы не подала виду, Так. согласилась принять. Мгм. И в этот момент она как бы отождествила себя, то есть разрешила проникнуть этой энергии внутрь. Мгм. Из-за той усталости и боли, которую она чувствовала. Мгм. Эти ее выступления причиняли ей э, такие сильные неудобства? Ну, в тот момент я вижу, что у нее ноги болели очень сильно. Так. У нее был как вывих обеих ног. Мгм. Я вижу, как это ноги вот так как-то на этих Хорошо, двигаются. Виктор. Мы потом посмотрим это. Давай разберемся с этим контрактом. Пусть Евгения покажет тебе этот контракт с Вельзевулом, покажет, на что она еще согласилась. Я вижу, она смотрит с сектора миссии. Вот ее прозрачное пространство, ее высшее я в тот момент показывает на какой-то пункт. А она вот так сидит, нога правая на левой ноге, прямо вот так лодыжкой на коленке на левом. И на коленях вот держит этот лист. А ее высшее я показывает на тот род, который вот в секторе принятия решений. Мгм. Считывается, приняла одобрение. То есть Так. согласилась с этим утверждением.
этой, ну, подсознательным, то есть вот эти, что было написано, что ты лучше, чем я, то есть эта женщина сравнила ее с собой. Мгм. И я вижу, что в этот момент произошло вот эта подключка произошла. Мгм. Это лесть. Мгм. Да, лесть со стороны этой Валентины. Мгм. Так, а на Так. что она согласилась? Какой был контракт? Мгм. Давай посмотрим, Виктория, на что согласилась в контракте Евгения. Она почему-то вот так звучит. Признала свою вину. Так, в чем? Она показывает на эти ноги. То есть из-за боли в ногах эти энергии вот проникли в ее пространство еще до того, как это Валентина. Мгм. Подарила цветы. Да. Мгм. И она как бы показывает на ноги вот эти черные энергии, то есть сама программа так срабатывает. И типа говорит, ну, оправдывается. То есть на подсознательном уровне она оправдывается. Она буквально, я вижу, она идет уставшая со сцены и чуть ли не проклинает это все, Мгм. признает свою усталость и как бы несостоятельность. Так, давай посмотрим, в чем эта несостоятельность, вот это связано с этими чернотой на ногах. Когда вот это появилась впервые эта энергия на ее ногах, пусть она покажет. Я вижу эту, она тренер, женщина, которая тренирует таких девочек. И я вижу, что она ее бьет. Она ее бьет по попе. Мгм. Это и Так, какой-то, как указка, что ли. что чувствует в этот момент Евгения? Но я вижу, что вот эти, то, что она там била, ну, она как бы так руками ну, как бы, считывается, захлопывается, то есть э, защищается. Но Так. это были как подготовительные такие моменты, а пробила она энергосферу именно вот в тот момент. И подключка именно тогда произошла. Считывается контракт признать свое поражение. Вот, оно прозвучало. То Мгм. есть она сидит, вот нога на ногу, и считывается признать свое поражение. То есть когда это ее похвалило, Мгм. то на самом деле это была лесть, это была зависть. А она так среагировала, что она как бы призналась, как бы сама себе говорит, то есть, что у нее там ноги болят. Не удовлетворена, да? Да, да. Не согласна этой лести, не удовлетворена. Мгм. Она оправдывается, она считает себя как бы недостойной принять эту. Это позиция, что она лучше? Или... Но она просто считывается как похвала. Мгм. А то, что эта ведьма использовала слово, ну, как бы выражение, что ты лучше, ну, вероятно, это ложь была. Мгм. Ну да. Оно так Так. выглядит. Мгм.
Хорошо, Виктория, я хочу посмотреть тот момент, когда это тренер ее бил по попе на эфирном плане. Что происходило в этот момент? Я вижу, что она защищалась, она как будто бы эту энергию коричневую, эта женщина, она ее била не так сильно, Мгм. но чтобы как бы понарошку, а она так как будто хватала, она защищалась, она вот руки сзади и постоянно эту розгу хватала. Мгм. Виктория, посмотри причину, почему ее ноги не выдерживали этой нагрузки. Оно считывается несоответствие параметров, ну, Мгм. неестественное положение. Я вижу, что ступни вот так должны идти, а они вертикально, вот так. Мгм. Так, видит Женя вот это, то, что она неправильно как-то, то есть противоестественно ставит ноги. Ну, это танцы, она ставит их так, Мгм. как в этих А, танцах принято ставить. То есть так, это сам балет, это само это балетство, это все уже да, противоестественно. хорошо. Если хочет, Евгения, пусть зайдет в тот момент, когда это же тренер учит ее, и пусть выскажет все, что думает по этому поводу, про методику и способы становления ног. Если она хочет, пусть выскажет. Она не хочет. Мгм. Ладно. Ну хорошо. Спроси уже, не видит Потому ли что она. балета другого не бывает, да. И я вижу, когда она вот так танцует, Мгм. ножку поднимает, попа открывается, и вот этот дух секса. То есть балет – это как танец, обнажающий сексуальность и обнажающий как человек, э, человеческая вот, незащищенность. Мгм. То есть как бы там ноги не Добровольно ставил, вся снимает. сама вот эта идея служит этому демонизму. Мгм. Понятно. Так, ну ладно, хорошо. Видит Женя вот этот контракт, а, вот эту лесть, на что она согласилась, на то, что она сдалась. Видит ли она все это? Ну, я еще раз говорю, чтобы она посмотрела, на что она согласилась. Мгм. И вот она снова показывает, ее высшее я указывает на а, в этом блокноте, как портал такой, как небольшой, черный в одной. Так, а что это за портал, Виктория? Ну, я вижу, что я не знаю почему, я знаю, что они как-то по-другому называются, эта обувь, но оно идет как паунты. Почему паунты? Паунты – это как вес в английской мере измерений. Ам, Вот. И я вижу, что в этот портал она как бы Мгм. пробирается вниз, такой черный портал, и там это обувь, там какое-то ключевое решение. Мгм. Давай посмотрим это событие, ключевое ее решение связано с этими паунтами. Я вижу, как ее мать привела ее в этот, и снова звучит Одесский оперный театр. Девочка такая толстенькая и кушает мороженое. То есть Да, оно так считывается, что мама привела, чтобы девочка как бы похудела, чтобы спортом занялась чем-нибудь. так. И вот эти чешки, паунты появились у них. Это решение, да, это тот момент, оно считывается как
Буквально я вижу, как эта мать, она в том воплощении тоже была матерью, и она договаривается с этой Валентиной, с этой женщиной. И эти энергии, тут же я вижу, когда вот ей было 16 лет, она лежит в этом кровати. Я вижу, как эти программы материнские с этой договариваются. Мгм. Так, понятно. Хорошо. Давай вернемся в тот момент, когда приводит мать Жени ее в этот оперный театр, показывает этот балет, да, к этой Валентине. Видит ли Евгения ее соглашение и последствия этого? Эта девочка маленькая, она отдает эту обувь этой женщине Валентине Мгм. и матери, они вдвоем там в секторе магии, и говорит, что она отказывается быть наложницей сексуальной маньячки. Мгм. Да, пусть приказывает этой Валентине забирать все ее воздействия, последствия воздействий и отсоединяется от этих подключек от этой женщины. И я вижу, что она отказывается, город вижу, и она отказывается, вот вырывает руку свою, как у мамы Мгм. с руки, поднимается она вверх, выше этого оперного театра, и поднимается в сектор миссии, и там считывается, что она рассказывает всем о блуде. Мгм. И я вижу, что этот дух, к которому была подключена эта актриса, эта женщина, а, то есть такое впечатление, что эта Валентина, она буквально имела секс с этим духом Мгм. Вельзевула, который в секторе интерферентов. Мгм. Да, может, И она как-то. фактически как бы приносила в жертву своих учениц. Она просто, ну, как бы, но считывается, что глазами их сжирала. Мгм. Вот эти Понятно. глаза ее, да. Ну, через эту женщину это демоны так срабатывали, эти программы. Дух это. Мгм. Ясно. Я ей Хорошо. передаю, чтобы Мгм. она расторгла этот контракт, подчиняться этому духу. И я вижу, что она убирает эту подключку с первой, второй чакры. Вот где она вот так как танцевала, знаешь. Мгм. Эта ведьма буквально своими как глазами, куда смотрит, там и подключка прорастает. И пусть отдает. И она отдает эти подключки, она их собрала, они такие, как кишки какие-то. Мгм. И она их всех собрала вот так в кучу, и этой Валентине отдает. Я вижу, что она слетает, да, расторгла она этот контракт. С этой сцены она слетает. Мгм. И вижу, что в сектора интерферентов, как веревка такая, знаешь, как сукают веревку, нитку из Мгм. шерсти, тянется в сектор миссии, в сектор будущего. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим, что в этом секторе. В этом секторе я вижу вот это злое, ну, морда этого, рот открытый.
прямо в секторе будущего, в секторе первоисточника, вот там. Мгм. Оно как капкан. Вот это пространство, на этом светлом пространстве вот эта морда и угрожающий этот рык с этим ртом и зубами, как капкан выглядит. Мгм. А я спрашиваю Женю, что это такое? Это на ее пространстве. А оно пришло, что это ее удел, ну как какое-то землевладение. И она говорит, что это ее удел. Так. А что это за удел? Зачем этот удел ей? Спросил у нее. Она говорит, я магичу. И показывает, как на пальцах такие черные энергии перебирает такими нитями, как запутывает собственные пальцы. Так. И я вижу, идет вот эта космоэнергетика. Мгм. Вижу, что она вот так стоит, как столбик. Все ее пространство вот так, сфера вот так сузилась, стала как столбик. Вот как идолов рисуют, ну, изображают деревянные, были такие, как такие. Мгм. И вот она превратилась вот в такого, вот в такое вот какое-то, и все как связано со всех сторон. А там, где сердечная чакра, появляется такой, как провал. Ну и все меридианы, они вот завязаны между собой уже в такую кристаллическую решетку. Считывается подконтрольная иллюзия. И эта женщина, Марина. да, она вот что-то как, ого, эта морда этого демона вот прямо как влетает ей в сердечную чакру, и закрывается дверь. И в этот момент она падает. Мгм. Так, это как посвящение было, да? Да. Мгм. Она Так. падает и начинает крутиться, и как парит в воздухе, и вот так вот против часовой стрелки вот так крутится медленно. Ну, как в этом фильме «Вий», эту ведьму изображали, что-то похожее. Вот она лежит вот так, и это крутится. То есть сердечная чакра как бы пробита насквозь, и она в этом потоке, в этом портале. Мгм. Так. Хорошо, давай посмотрим, когда вот она решила пойти на этот Энергетику. космоэнергетику, да, этот ключевой момент ее решения. То есть Ну, она я вижу во время посвящения вот эта черная такая штука, как звезда, только не пятиконечная, а какая-то вот больше там этих, как пятно Мгм. такое просто, как сетка, считывается капкан. Мгм. Просто Давай ей так на да. лицо. На что согласилась Евгения, посещая этот космоэнергетику? Давай посмотрим, контракт или Она соглашение. хотела защититься от этого черного демона, а эта сетка, она как серая от Мгм. космоэнергетики. А вижу, что этот портал идет в одну и ту же точку, к этому Вельзевулу. Мгм. То же самое, только с другого хода. Да. Так. Видит Женя это обстоятельство? К чему это привело посвящение космоэнергетике?
Да, она видит, и она показывает, что как бы берет вот эту обувь балерины и вот так засовывает этому демону в рот. То есть он как бы питался эти паразитические энергии как на эти обстоятельства, на тот контракт. Мгм. И она хотела защититься от него, но попала, конечно же, к нему. Слышу, Мгм. жесткая конкуренция, потому что у них там жесткая конкуренция. Ам, Среди демонов. Да, и я вижу, что там, как я только подумала, кто у нее интерференты, чтобы все проявились, и проявляется такой рептилоид темно-зеленого цвета с таким хвостом, серый. Мгм. И и этот спрут, который как будто вырастает с этого Вельзевула, это падшие ангелы. Мгм. Так, есть у нее контракт с этим космоэнергетикой, с этим сплотом или серым? Пусть она покажет его. Она поверила Марине Мгм. и приняла вот эту сетку. Она такая, как кристаллическая. Мгм. Я ей передаю информацию, что иррациональная часть хочет отказаться посещать, верить этой Валентине и отдать всю эту магию. Она выходит и Мгм. расторгнуть все контракты. Да, пусть она расторгнет все контракты с интерферентами, с этими Да, я вижу, она насильниками. отдает этим интерферентам вот эти ножи связанные, они как таким букетом были, как будто бы она вот так держит, они вот так острием, и она им просто в морду и Мгм. взлетает вверх. Я ей передаю, чтобы она отсекла все подключки, закрыла все ее энергетические каналы, восстановила работу внутреннего критика. Да, и она говорит вот так, как сверху кричит этой Марине: "Я тебе не верю". Мгм. Хорошо, пусть все чужеродные энергии отдает в антимир, забирает Да. все принадлежащее ей, очищает и возвращает. Да, она сейчас, вижу, энергосфера стала правильной формы, но с правой стороны вот так идет, как крышка какая-то, придавила ее буквально, и тянется в сектор магии. Мгм. Так, кто там Слышу всех? Виктор, Мгм. человек. Приказом этому Виктору проявиться. Я вижу, что он выглядит как этот демон, у него такие руки отломанные. У Мгм. нее вот это с ногами это было, а у него руки. Он вот такой какой-то, как весь как марионетка на этих таких веревочках, как поломанная игрушка. Мгм. А Кукла. он так в нижнем пространстве находится, в колодце. А над этим колодцем а, сидит женщина. Она как лягушка, ноги вот так сидит. Так. Кто эта женщина, Виктория? Ведьма. Мгм. Она его жена. Так. Она говорит, что она его жена. Ага. Она вот тоже у нее эти демоны, они, она одержимая. Он на меня вот так пасть нападает, как змея. Мгм. Приказываем этой ведьме забрать все воздействия.
приказываем замолчать. Виктория, посмотри, как Евгения связана с этой ведьмой. Она ее соперница. Мгм. И я вижу, что от этой ведьмы и от этого Виктора идет вот где-то сюда такой шлейф. Там есть принятие решения, свадьба. Мгм. Давай посмотрим, что произошло во время свадьбы, этот контракт. Пусть Евгения покажет его. Я вижу, что она обручается, одевает такое черное кольцо. И снова эта черная морда этого Вельзевула. Мгм. Считывается, что снова вот это слово звучит «подчинилась контракту». Мгм. Снова Понятно. попала под контроль. И она одевает на палец это черное кольцо с таким шлейфом черным. И слышу «вдова». То есть Так. это уже было спланировано Ага. этими интерферентами. Она подчинилась выбору, который предложил ей эти демоны. То есть она выбрала себе мужа по выбору этих программ. То есть программы эти демонические, эти духи, которые в ней были, захватили ее, с которыми у нее был контракт. Вот. Она подчинилась их выбору. Сейчас Так. нужно спросить, что это за женщина. Это как программа такая. Мгм. Так. Вижу, Мгм. какая-то картина идет. То ли этот муж ей изменял. Я вижу, что считывается супружеское ложе. Они спят. А ее муж из-под подушки вот что-то достал и так смотрит, как в телефон. Он Так. общается с этой женщиной. О, это его тайная связь. Понятно. Так, И хорошо. он в эфирном плане находится в нижнем пространстве, и у него все вот как будто бы руки по локтям, все отрезано, голова отрезана, ноги отрезаны, все вот так по частям, и все вот так колышется, как будто бы это такие деревяшечки. Мгм. Так, ей там Виктор приказывает отвечать. Что он делает в пространстве Евгении? Он в нижнем портале. Он умер, а в ее пространстве находится над ним, то есть эта женщина, она контролирует его выход. Мгм. И в пространстве Евгении находится эта женщина. Она Так. как лягушка сидит, так ноги, Мгм. как лягушки сидят. Я этой ведьме приказываю проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК. Ну, появляется вот этот демон. Мгм. Так. Какой ритуал она делала, Мгм. возможно? Мгм. Это она делала какие-то ритуалы. Так. Приказывай этой женщине отвечать, что за ритуал она делала по отношению к Евгении. Она что-то делала, какой-то ритуал. Оно считывается увести. И вижу такую дверь, с которой вот так как энергия выходит.
Ввести мужа, Буквально да? просто высасывается, да. Ага. Хорошо. Пусть Евгения приказывает этой ведьме, чтобы эта ведьма забирала своими руками все воздействия, отдавала энергию, потенциал. Я вижу, что Евгения отменяет момент принятия этого кольца. Она его снимает, Мгм. и вижу, как этот имплант на пальце, этот палец, который соответствует сексуальным энергиям, по этим меридианам, вот Мгм. здесь. Она снимает, и вот этот черный палец уходит. И Мгм. она говорит, что она говорит так: отказываюсь быть женой Вельзевула. Потому что этот человек был подключен к этому Вельзевулу. Мгм. Хорошо. Пусть она зайдет, полностью расторгнет этот контракт обручения с этим Вельзевулом. Да, она это делает. Я вижу, она как документ разрывает и поднимается в сектор ам, первоисточника будущего, и с нее так фата спадает, и она подходит, и там, где это капкан этот в секторе будущего, то есть вот эти прошлые решения, они откладывают как, я считываю, вот как капкан потомства, оно считывается потомок, и она берет этот капкан и выбрасывает. Мгм. Да, оно звучит так, обручение, то есть она это обручение отменяет. Отлично. И вижу, что через этот телефон и идет связь с этой женщиной. Мгм. В сектор принятия решений. Мгм. То Что в есть этом? я вижу, как эта фата одевается на эту женщину. И там начинается как борьба какая-то. Я передаю ей, что иррациональная часть хочет отказаться от всех принятых решений ранее, в которых она соприкасалась с миром антимира, с этими ведьмами, и пусть отправляет все в портал на утилизацию. Они очень злые, как собаки, грызутся. Я тоже отправляю все в портал на полную утилизацию. Закрываем все порталы. Закрываем. И Женя берет эту, ну, она буквально как крышка вот так на бикрень. Снимает эту крышку и закрывает вот так в портал, отправляет. Мгм. Хорошо. И поднялась выше и приняла позу, слышу кракен, и она приняла позу неестественную, похожую, как эта ведьма сидела, только она так низко, как лягушка сидела, уже не программа сработала, вот буквой «П» ноги. Мгм. Давай посмотрим, что это за программа. Оно считывается как склонить колени. Мгм. Хорошо. Пусть Евгения покажет, когда эта программа появилась в ее личном пространстве впервые. Это событие пусть она покажет. Я вижу, как она бежит в подвал с этими ножами. У нее сердце так стучит громко, очень сильно. Мгм. Сильный страх. Страх перед будущим. Так. И в этот момент я вижу на секторе будущего появляются такие демонические, как царапины в пространстве в будущем. Мгм. И она говорит, что в этот момент она отдала свое сердце. Я вижу, что вот этот страх
Это как этот гром был. Мгм. Он появился, и уже ничего нет. То есть он ударил, и сейчас Так. светло. Мгм. Так, я приказываю, кому она сердце отдала, я ему приказываю проявиться. А вот этот кракен проявляется. Мгм. Это считывается как сегмент сознания Виззевула. Так, понятно. Так, Кракена заморозим, Виктория. Э, Спроси у Евгении, э, видит ли она эту ситуацию с ссорой своих родителей и Да, она причины своего видит, страха. Мгм. и она говорит, что их поменять местами. Я вижу, что мать проявляет феминизм по Так. отношению к своему мужу. То есть она как верх взяла эти программы, Мгм. она не уступает. Хорошо, если Евгения хочет, пусть она зайдет в момент э, этой ссоры начала и выскажет то, что считает нужным. Но я вижу, она вот так меняет. Она это пространство вот так, как темный лес, взяла вот так, раздвинула и переступила через это. И эта буква «П», которая фиксировала ее ноги на одной линии колени, и ноги Мгм. потом вот так, она просто улетела, и подключка ушла. И то есть она просто отменила вот этот страх и вот этот надрыв душевный, Мгм. и буквально как будто вылила это из кувшина, эту всю ситуацию. Мгм. Хорошо, давай передадим, или пусть Женя передаст своим родителям алгоритм освобождения, передадим через нее. Если она хочет, пусть передаст родителям эти алгоритмы. Да, я им, ну, я Мгм. просто стучу им обоим. Они в том времени как бы застыли в таких, как ледяных яйцах. То есть они были подчинены этим эгрегорам и этим программам. И я их постучала как по льду. Просто тук-тук, Мгм. дала им это все и говорю, чтобы они выходили с этих ситуаций, если они хотят, и освободили себя и свою дочь. Мгм. Пусть И да, очищается, да. да, и чтобы они отдавали эти все черные подключки, если хотят, в антимир и всю карму. А Мгм. Жене передаю, чтобы она все привязки и подключки к родителям убирала, и я вижу, что уходит вот эта подключка с живота, с третьей чакры, и в этот момент у нее изо рта выходит, она маску ей одевали в младенчестве, маску. До сих пор как будто бы была маска на лице. Вот это, чтобы она могла дышать, кислородная маска. Мгм. Я вижу, она эту маску ам, выбрасывает, она уходит, и уходит этот укол. Мгм. То есть все разворачивается, все события как проходят задом наперед. Вот так. Отлично. Так, Хорошо. да. Пусть она полностью очищается от этих подключек. Чужеродной энергии пусть отдает хозяевам или на аннигиляцию, очищается. Все свои системы критика приводит к эталонному виду, наполняется энергией жизни. Я вижу, что она отменились эти ситуации в младенчестве, эти болезни, и она как бы родилась уже в новых условиях, чистых. И
поднялась в сектор миссии, Мгм. и там вижу такая одетая барышня в таком платье длинном, красивом, и с прической красивой. И она там ходит и говорит, что ей нужно решить один вопрос. Так, Она ходит там и как бы что-то ищет, как подушечки какие-то на диване переворачивает. так, что она Говорит, ищет? что ей нужно найти ключ к Какой? познанию истины. Так, а где он находится? Она не знает. Мгм. Виктория, считай информацию, что это за ключ познания истины? Так, этот ключ, он был, считывается как фантазийный. Он вот так вот как бы появился, как будто он открывает вот в нижнем портале, где сектор интерферентов. Мгм. Вот, нужно посмотреть, есть ли у нее еще контракт. И он вот так как-то растворяется, и акцент идет на сектор принятия решений. Мгм. Что это за Да. сектор? Что в секторе принятия решений? Посмотри, Виктория, что это за событие? Я вижу там какой-то гонец. Человек скачет быстро на лошади. Он в секторе магии находится по отношению к ней. И он быстро слез с лошади и, ну так, почтительно подает письмо госпоже. Так, кто это госпожа Виктория? Посмотри. Это Евгения? Да. Мгм. Так, что происходит дальше? Она почитала это письмо, что-то там написала, поставила сургучную печать и отправила, ну, дала этому человеку. Мгм. Спроси Евгения, что это за письмо, которое привез гонец? Что-то я зависла. Мгм. Так. Спроси Никуда Евгения. не идет. Ага, я понял. Мгм. Спроси Евгения, какое решение она приняла в связи с этим письмом? Я слышу помочь. Так, кому помочь она решила? Я вижу, что какой-то человек сидит, в тюрьме сидит. Так, Какой-то знатный человек, у него такой, как жабо белое, и какой-то коричнево-красный костюм. И он как в темнице сидит. мгм. Он вот так ну, это находится вот так как бы в секторе ближе к духам, к интерферентам эта ситуация. А этот гонец, он находится в сектор магии. Он хитрый, что-то он... Мгм. Это Так, я и там... считывается этот Виктор. Это ее бывший муж. Мгм. Хорошо, я этому Гансу Виктору приказываю отвечать, что он делает в ситуации с этим письмом, что он задумал, и ему приказываю отвечать. Он говорит, что он ее... И тут энергии, что он как бы так моргнул хитро глазом. Говорит, что он ее подманивает, заманивает, ну, обманывает и заманивает.
просит кому-то помочь. Так, приказываем отвечать, куда он ее заманивает. Он ее заманивает помочь этому человеку, который находится там в темнице. Так, а зачем ему это нужно? Ему приказываю отвечать, заманивать. Скомпрометировать. Мгм. Так, компромат. Так, а зачем ему этот компромат? Я приказываю ему отвечать. Он вот так показывает такое зеркальце, которое как на солнце просвечивается от света первоисточника. Считывается, что уличить в неверности. Мгм. Так, понятно. Покажи эту ситуацию, всю информацию Евгении. Да, я показываю, и я вижу, что этот человек — это Виктор II. Мгм. И он встает с этой тюрьмы и берет вот так за шею этого Виктора, мужа, вот так вот и давит его. И эти черные энергии вот так уходят в портал. И этот Виктор, который был у нас на сеансе, он, который там Мгм. сидел в этой темнице, и он хватает вот это зеркало, которое как бы закрывает свет первоисточника, то есть эти темные силы хотели как бы опорочить ее, Мгм. вот, и выбрасывает в портал. И стал вот так вот спиной к первоисточнику. И у него вот так сердечная чакра светится. Мгм. Он как бы защитил ее будущее. А какой контракт там, сейчас надо посмотреть, был? Мгм. Хорошо, вернись в этот момент подписания контракта. Пусть Евгения покажет этот контракт. Да, она согласилась. Она буквально бежит, как будто бы в этот подвал, юбку, платье так поднимает и очень быстро бежит. И когда она бежит, то у нее ноги вот так выпрямляются, как у балерины. Буквально как будто скользит по таким, то есть ступеньки куда-то исчезают, и буквально она вот так вот и такой делает зигзаг, сектор магии, потом в секторе интерферентов. Мгм. То есть буквально выписывается вот такой как зигзаг. И там такое черное пространство. Еще один поворот. Там эти черные энергии, где Мгм. она буквально как будто бы потонула в этих черных энергиях. И захлопнулась дверь. Вижу, что по этому контракту ее вот взяли, дверь так захлопнулась, она как будто бы под воду такую черную попала. Юбка вот так поднялась у нее, ну, как в воде. Мгм. Оголила ее, считывается, наготу. То есть она стала считываемая для антимира, доступная. И ее как будто бы приковали на какую-то штуку. На стул посадили, приковали. Я вижу, что на физическом плане ее тоже сделали, то есть ее захватили в тюрьму. Я вижу, Мгм. как ее мужчина какой-то бьет по лицу.
Так, я этому мужчине приказываю проявиться. Ну, считывается кат. Кат. Этот, который убивает людей. М. Типа палача или Да, кто-то? да. Мгм. Так. Что происходит дальше? Какое ключевое событие? Ключевое событие, вот этот контракт, который она подписала, когда этот гончий принес ей Мгм. это письмо. Она согласилась, считывается, побывать в шкуре. То есть она согласилась помочь этому человеку. И сработали вот эти программы мести таким образом, что она буквально как будто бы побывала в шкуре вот этих черных энергий. Она опустилась в это пространство тьмы и испытала все вот эти негативные воздействия. Мгм. Так, я ей говорю, чтобы она показала на подсознательном уровне, в чем заключался контракт. Она говорит буквально поменять сознание. И вижу, что она вот так здесь появляется, как такой вынутый шар, то есть пустое пространство в сердечной чакре. Она это вынимает, и вместо этого появляется черный шар с такой картиной, как она туда проникла, в это пространство, и вот так юбка платья вот так как-то поднялась, развивается. У нее вот это видно, там панталончики, ножки, там обувь, и она так как-то как зависла в этом пространстве. И это считывается Мгм. оскуднение души. Так, а что это программа оскудения души? Что это за Ну, воздействие такое? оскуднение — это весь этот антимир, он работает на то, чтобы забрать энергию и Ага. буквально считывается как высосать. И естественно, что каждый, кто попадает туда, то оскудневает. То есть, Мгм. Кормит этот антимир. да, Мгм. теряет, считывается, согласие с собой. И вижу, что из сектора миссии протягивает она такую руку, светящуюся этому Виктору второму. Мгм. Считывается, просчитана помощь. Там такие, как цифры побежали. Я ей передаю, чтобы она расторгла этот контракт. Мгм. То Она есть тогда она помогла в да. том воплощении таким образом, что компрометировала себя. И я ей передаю, чтобы она отменила эти все решения и забрала. Вот она нагибается и достает свою душу. Мгм. То есть это расторгнет этот контракт с этим первым Виктором и покажет тебе, как она поступила. Но она показывает, что она с этим Вельзевулом расторгла контракт. А когда приблизился этот Виктор на лошади, она вот так вот хлоп и закрыла свое пространство. Он ударился о закрытую дверь и тоже отлетел. Мгм. Я ему тоже Хорошо. передаю и говорю, чтобы она передала информацию о наших сеансах. Если он хочет, то может принять алгоритм освобождения. Мгм. И вижу, что этот человек, который вот он связан с каким-то магическим тайным обществом. Он буквально провалился в такие какие-то геометрические фигуры, как
портал такой. Мгм. Я это Понятно. все отодвигаю и передаю Евгении, чтобы она поднималась в высокие пространства. И в этот момент я вижу, что у нее вот эти пальцы, которые вот так загибались, магичили, эти меридианы все сходят с ее пальцев. Мгм. Она освобождается и летит как ангел вверх, то есть руки как крылья превращаются. И она вышла на уровень а, миссии и зашла в то пространство. Мгм. Это пространство очень темное, оно кармически считывается, кармически обусловленное. Я ей передаю, чтобы она отдавала карму. Ну, это происходит одномоментно. Она во рту такую, как трубочку имеет. И такие выдувает черные, тяжелые, как металлические шары, которые падают вот в этот антимир. И я вижу, она снимает как перчатки такие длинные с рук и с ног. То есть она снимает вот эту ответственность из тех воплощений предыдущих, кармическую. Мгм. То И есть раз развернула такую огромную, тяжелую, светящуюся книгу. Так. Что это за книга? А она говорит, что это ее предыдущий опыт. Мгм. Я ей передаю, что она может изменить все ситуации, все ее решения, где она отходила от конов чистой священной вселенной и сотрудничала с антимиром. И пусть она оставит себе только опыт, а все контракты, соглашения расторгает. И в этот момент я вижу, как эта оркестровая яма, которая была как будто бы перед ней, буквально Так. проваливается, исчезает с этой Валентиной какой-то. Мгм. Это Марина уходит. И это то ли Ольга, то ли вот так как-то звучит. Это считывается подруга, жена. Жена, подруга ее бывшего мужа. Мгм. Это ведьма. Мгм. Ведьма, и это все вот так уходит. Отлично. И я вижу, она взяла эту книгу под мышку, пошла вот так вверх по ступенькам в сектор миссии Первотворца. И зашла. И дверь закрылась. И она закрывает эту дверь на много-много замков. У нее ключ в Хорошо. руке, и она вот так, как будто бы по всему периметру много замков закрывает. Толкнула, и эта дверь так вот раз и улетела. И она превратилась в такую, как ступеньки такие черные, и оторвалась и пошла. Я ей передаю, там еще какая-то, эти ступеньки как в соломинку превратились, и там что-то еще есть. Мгм. Так. Ей еще нужно как бы продышаться хорошо, потому что много еще иллюзий. Вот я Мгм. вот это разбираю, где иллюзии, то есть она как в игре, в матрице, то есть от матрицы еще не освободилась. Я ей передаю, чтобы она отделила ее священное чистое мышление от этих матричных программ и иллюзий. Я вижу, она протирает глаза, и с ее глаз просто выпали вот эти глаза, которые были. Мгм. И вот этот корсет раз уходит, то есть ее энергосфера начинает выпрямляться, она буквально смотрит на себя. То есть она сильно пережата была по третьей чакре. Это программы принесения себя и других в жертву. Это как оса по Мгм. талии, узкая талия.
Вот я ей передаю информацию, что бы она избавилась от всех эзотерических причин, по которым она принимала программы жертвы, приносила себя в жертву и, естественно, других, чтобы она от этого отказывалась и восстанавливала суверенность ее личного пространства и гармоничные отношения со Вселенной и со всеми светлыми душами. Мгм. Она вот так появилась в таком пространстве и говорит, что она была на грани исчезновения. Мгм. Грань исчезновения. Так, хорошо, Виктория. Так, сейчас она из третьего отсюда достала такой кристалл. Так. Считывается эзотерика. Снова эта космоэнергетика проявилась. Я вижу, что все ее энергопространство зафиксировано, считывается зафиксировано. Вот эти каналы зафиксированы. Мгм. Хорошо. Пусть она войдет в каждый момент этой космоэнергетики и отменит все эти решения. По каждому своему решению пусть откажется от всех этих медитаций и откажется принимать предложение знакомой Юли туда ходить. Пусть полностью Да. очистит Я себя. вижу, как ее энергосфера растет и становится живая. А эти Мгм. кристаллические конструкции, это вот Марина, она как так по третьей чакре, как будто там какое-то слово, мерхаба, Мгм. какой-то такой кристалл вот сюда. И этот кристалл она вот убрала, отдала Мгм. ей. И я вижу, как она с этой Юлей руки вот так разошлись, то есть она отменила это решение и выходит с этого пространства, и ее вся энергосфера вот красиво развивается, считывается. Мгм. Я ей передаю, чтобы она вернула все ее живые энергии со всех тех мест, где она потеряла, расторгла все контракты, всем ведьмам приказала убрать все их воздействия, их же руками. Мгм. Пусть она выталкивает эти все негативные подключки, все это негативное из себя и наполняет себя своими же собственными энергиями радости, гармонии и возвращает все частицы своей души потерянные. Мгм. Вот теперь она Пусть она это поднимается, делает. а это все отсекает и в портал на Мгм. полную Аннигиляция. утилизацию, на Да, аннигиляцию. хорошо. И вижу, как это тоже этот ветер, который вот так вытягивал из двери, это тоже к этой ведьме вернулось. Вот сектор принятия решений, это тоже как упало все. То есть я слежу, чтобы все произошло. Мгм. Вот и сейчас она обернулась и показывает плечи. У нее там, где крылья, какая-то черная энергия, и где шея, вот такая, как петля черная. Мгм. Так, пусть она покажет тот момент, когда эта петля на шее у нее появилась впервые. И я вижу это похорон. Я вижу, она склонилась над гробом. Так. А в гробу такая энергия, бесплотный лежит. Он не умер. Нет, он умер, но Не душа, вышел.
Не вышла. Он так лежал и смотрел на нее. Считывается, что завязанный. Виктор. Так, Он какая? самоубийца. Мгм. А что за завязка осталась какая-то? Я вижу, что это точно так же, как она приняла в том воплощении. Это переброс кармы. Он ее как будто бы гипнотизировал. Он ей говорил, что она виновата. Я вижу, аналогия идет, когда вот эта Валентина с этими цветами, то есть перебросила свой дух, этого духа Вельзевула. Вот точно Мгм. так же перебрасывает этот Виктор. Мгм. И буквально идет, как будто ее хватит за шею, за пятую чакру, и подтащили какое-то там решение. Так. Считывается поддастся, поддаваться, поддастся. а, Какому-то уговору. Сейчас я посмотрю, что это было. Мгм. Посмотри, Виктория, что за поддаться уговору, что произошло, какому уговору Ну, Евгения поддалась. Я вижу ситуация в секторе интервью находится. Там два Виктора. Один за столом, как будто в этой темнице с того воплощения. Так. И он агрессивно говорит к ней, но у него цель ее защитить, а он, чтобы она убиралась, вот так, грубо говорит, но э, намерения у него честные. А может, это в этом воплощении? Нет, это в том воплощении. А этот, наоборот, считывается, выигрывает время. Мгм. Это который компромат задумал? Да, 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 да. Мгм. И он, вот этот, который в гробу лежит, и я Мгм. ему показываю это. И в том моменте, когда он еще не ушел в нижнее пространство, я ему передаю информацию и говорю, что он свободная душа, и что все в нашей Вселенной по воле самой души, и он может сейчас выбираться в самое хорошее пространство. Не надо Мгм. меня кушать. Я говорю, что он превратился в вампира, но если он хочет, он может освободиться. Я передаю информацию. Мгм. Ну, пришлось стукнуть его чуть-чуть. И правильно. Карму никто не отменял. Передай ему информацию, что его решение заниматься насилием, магией, к чему приведут ему. И если он хочет, он может изменить свое решение и не делать все это, освобождаться. Да, мы передали информацию, на этом Да, конец. Все. А да. сейчас Так. обращаюсь к Евгении и говорю, что она может отменить это решение. Я вижу, она не наклоняется над этим гробом. Мгм. И я вижу, она снимает эту петлю и просто ногой своей вот так пух, и этот гроб. Это программы, это все было подстроено этими темными. Это все с их матрицей, все было продумано, все было простроено. Она это отменяет, встраивается это решение, встроится в их матрицу и играть по их правилам. И я вижу, как она достает, карма возвращается. Свет вот такой идет в секторе принятия решений и выдвигает эти темные энергии. И вижу, как черные крылья смахивают, черный этот ангел. Я ему приказываю уйти в самое нижнее пространство, откуда он вышел,
И передаю, чтобы Евгения ему приказывала уходить туда, откуда он пришел, и пусть забирает карму и всю его ложь. Прям Мгм. как крылья так захлопали. А Евгения выходит, как из пасти, и выдергивает это свое платье. И потом я вижу, она его как бы быстренько очень постирала. А это платье, в котором она была вот там, Мгм. В темницу. да, когда она туда ходила, и стала сиять вся. И сейчас она превратилась просто в сияющую, и энергосфера вот так вся светится, и крылья у нее. Отлично. Хорошо, поднимаемся максимально вверх. Да. То есть она еще раз проверит всю чужеродную энергию на аннигиляцию. Наполняется энергией жизни, любви, гармонии. Да, я ей передаю, чтобы она поднималась в самые высокие Мгм. пространства. Мгм. Так, Виктория. Рациональная Евгения хотела отменить свое ее крещение и крещение ее сына. Пусть она войдет в этот момент, когда она решила крестить ее и сына, и отменит эти решения. Я вижу, что во время крещения сына она буквально как будто бы привязала его, нижние чакры, к своим нижним чакрам и к этим интерферентам. Мгм. Она отменяет, я вижу, как этот крест с этим священником, как по лбу получил этот священник, и она буквально выхватывает ребенка из сектора интерферентов, и вижу момент родов. Она рожает. Я говорю, чтобы она родила его, свободная, Мгм. счастливая, и родила его свободным, счастливым. И вот она его родила сразу как в сектор будущего первотворца, в свет. Мгм. Я вижу, что она его вот так держит, он находится в ее пространстве. Передаю, чтобы она избавилась от всех чужеродных энергий, программ, под ключик. Приказала всем убраться с ее пространства, всем интерферентам. Мгм. И ее сына И ее тоже. сына, да, он Мгм. находится в ее пространстве. Мгм. Вот, и чтобы она наполнила. Вот, она так и делает, наполняется, и энергосфера растет. Отлично. Мгм. Хорошо. Пусть сын передаст информацию о своем освобождении. Да, и вижу, что у него была своя подключка, но она вот так как-то раз и как затухла. И там такой, я ей говорю, чтобы она убрала эти все. Она мать, и Мгм. она имеет право возобновить все энергоструктуры ее сына, потому что он в ее поле. Да, она забирает с него как колпак какой-то из головы. Я говорю ей, чтобы она почистила ее эфирное ДНК и отменила Мгм. эфирное ДНК ее бывшего мужа в ее пространстве и в пространстве ее сына. Вот, она же отменила выходить за него замуж, значит, отменила решение принимать его программы и его вот этих интерферентов. А Мгм. также у Да. сына своего пусть почистит. Да, вот, переносит его в сектор будущего первотворца. Хорошо, Да. Виктория. Так, отсоединись от этих ситуаций. Мгм. Евгения хотела сделать отношения со своей семьей гармоничными. Пусть она очистит свой род, свои отношения, все чужеродные подключки уберет и гармонизирует все свои отношения. Ну, я вижу, что она вот так сделала.
как такая трубочка, и на такие черные шары. Угу. Хорошо. Ну, мы Так. можем хотеть Да. гармонизировать, но мы не Мгм. можем знать, что другие хотят. Ну, это их право делать, что они хотят. Может, они не хотят, да? Ну, Мгм. главное, с ее стороны. Мгм. Хорошо, Виктория. Поднимаемся максимально вверх все вместе. Посмотри еще раз на Евгению, как она выглядит. Она показывает вот так свое лицо, энергосфера правильной формы. Мгм. Ее сын в ее пространстве находится. Отлично. Спроси у Евгении, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она говорит, на сегодня да. Мгм. Ну хорошо, тогда прощаемся с ней. М. Отсоединись от Евгении. Но Посмотри. да, от всех и от всего Да, нужно. от всех и всего. И посмотри, да, отсоединись. Посмотри, есть ли какие-то замороженные ситуации. Нет. Мгм. Проверь свое личное пространство, почисти, закрывай все порталы, наполняемся энергией, жизни, гармонией. Ну да, сделали. Мгм. Добро. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.